Кататься теперь с нее можно. Все на месте. Друзья, всем привет! Если вы помните, в предыдущем видео я показывала, как нас заваливает снегом и насколько много снега образовалось на моей крыше. Это произошло как раз в тот момент, когда я занималась обустройством и ремонтом своей спальни. Поэтому мне пришлось оставить все дела со спальней и все силы бросить на уборку снега. За 3 дня у нас образовалось столько снега, сколько не было даже за всю эту зиму. Поэтому мне пришлось срочно нанимать людей, которые помогут снять снег с крыши дома и бани, потому что там образовалось уже больше полуметра снега, причем такого тяжелого прессованного снега. Это уже давило на конструкции дома и бани и грозило тем, что может повредить крышу. В районном центре мне удалось найти ребят-студентов, которые помогли мне снять толстый слой снега с крыши дома и бани. Ну, сантиметров 60. Метр, мне кажется. Не, метра нет. Она не скользит? Ну так, чуть-чуть. Здесь в любом случае падать будет мягко. Жалко. Вань, за 100 рублей спрыгнешь? Да хоть за 200. Не надо. Лучше снег почистить. Потому что, блин, вот жалко, я не могу снять вот это все. А, вот видно отсюда немножечко. Вот так. Вау, как оно эффектно. Вы благодично живете здесь? Да. И зимой, и летом. Очень эффектно смотрится. Ты уже на тропинку кидаешь. Там на крыше наледь, да? А? Наледь на крыше. Да. Угу. Да, везде наледь. Скользко. Осторожно, скользко. Эта борьба со стихией продолжалась целых 2 дня подряд. 3 ребят пытались мне очистить крышу, насколько это возможно, от снега. И вот на 2-й день, уже к ночи, я наблюдала такую картину. Кататься теперь с нее можно. А? Кататься можно теперь. Но... Снег, который сняли с правой части крыши моего дома, оказался у меня практически на крыльце. Причем это была огромная гора снега, тяжелого прессованного снега. Это не тот снег, который мы подметаем и чистим на дорожках. Это тот снег, который пережил все оттепели и лежал на моей крыше всю зиму. Вы знаете, я тут почитала несколько обесценивающих комментариев относительно моего положения. Там бывает периодически пишут девушки, женщины или даже мужчины, которые утверждают, что легкотня забраться на такой дом и почистить вот этот снег. Якобы там справится даже женщина маленького роста и маленького веса. Ну что я вам хочу сказать, попробуйте при моем положении это сделать сами. Так, друзья, ну что, задышал мой дом свежим воздухом, освободился от вот этой тяжести непомерной. Вы знаете, там были просто тонны снега, ну вот вы видите, да? Тонны снега. Посмотрите. Вот здесь ребята мне почистили дорожку вчера. Но все равно нужно часть вот это вот убирать будет. Потому что оно съезжает и идет на крыльцо. Часть надо будет вывозить на санках, на волокушах, на тачке. Куда-то вывозить за пределы участка. Потому что это, ну, ни в какие ворота. И пойду сейчас вам покажу баню. Вот здесь, кстати, они тоже чистили вчера, потому что здесь тоже много было снега. Вот здесь вот тоже снег летел. Вот видите, тоже горы. У нас сегодня минус 25. Дело идет к потеплению. Днем будет минус 20. Завтра минус 17. Ну, и так
до 14 февраля. 14 февраля у нас будет 0 и дождь, чтобы вы понимали. А там еще будут снегопады до дождя, до потепления. Вот еще ребята вот здесь продолжали чистить дорогу. В общем, баня у меня тоже теперь лысенькая, смотрите. Лысенькая баня. Ну, слава богу, она тоже вздохнула. Но, видите, по краям снег, который они кидали, его тоже нужно отсюда убирать, потому что я к дровнику не смогу подойти. Ко мне еще в субботу приедут это делать. В общем, в итоге снег мне чистили 5 мужчин в 3 подхода, чтобы вы понимали, с чем вы и что вы сравниваете, да, как бы. Ну и обошлось мне это все, конечно же, не бесплатно. О том, сколько я потратила денег на расчистку снега, я рассказываю в своем телеграм-канале. Поэтому, кому интересно, проходите, смотрите и никогда не сравнивайте свой опыт с опытом другого человека, потому что обстоятельства у всех разные, физические возможности тоже у всех разные, потому что совершенно неизвестно, как бы вы поступили на месте того человека, опыт которого вы обесцениваете. Хотя я ни в коем случае не отменяю того варианта, что какая-то маленькая слабенькая женщина смогла бы справиться с такими объемами снега. Возможно, такие женщины действительно существуют, однако не стоит отменять того факта, что у всех дома разные, площадь дома разная, конструкция крыши разная, объемы снега тоже на минуточку разные. Поэтому мы не можем тютельку в тютельку все измерить и обесценить труд и силы другого человека. Да и вообще я смотрю сейчас на все вот эти кадры и понимаю, что на видео это выглядит не настолько масштабно, как в реальной жизни. Поэтому неизвестно, что бы вы на самом деле делали, если бы оказались на моем месте при моих возможностях и моих способностях физических. Ну и к тому же я живу здесь уже 3 года, и такую снежную и морозную зиму я вижу здесь впервые. У нас наступили морозы, прям серьезные такие, минус 25, минус 30 по ночам бывает. И у меня начала сохнуть сильно кожа, прям очень сильно, кожа рук, кожа лица. И сохнут кончики волос просто непомерно. Кстати, напишите в комментариях, как вы ухаживаете за волосами, чтобы они не секлись и не портились вот в такую погоду. Напишите, мне интересно почитать будет, как вы ухаживаете за волосами. Ну а я хочу поделиться с вами тоже своей находкой, как я ухаживаю за своей кожей вот при таких погодных условиях, когда у нас морозы, сухость. У меня дома отопление, как вы понимаете, оно тоже очень сильно сушит кожу. Так, у меня вот здесь, значит, целая серия уходовых средств с трипептидом меди. Я прям вот специально подобрала целую серию вот именно с этим составом. Сейчас подробнее вам о нем расскажу. Значит, друзья, сразу скажу, что это косметика от бренда «Заповедная поляна», чтобы вы меня в комментариях не спрашивали, да. И почему я купила сразу вот такой вот набор этой косметики, потому что, во-первых, он выходит на 30% дешевле, чем если покупать каждый продукт по отдельности, да. А во-вторых, компоненты, которые входят в состав в этой косметике, они как бы действуют сообща, совместно и усиливают эффект от косметики. Ну и плюс каждый продукт из этой линейки, он действует точечно на определенные участки кожи. Значит, что самое важное в этой косметике? Здесь в составе содержится трипептид меди, 3%. Он очень хорошо запускает регенерацию клеток кожи, ну и, соответственно, активирует выработку коллагена. Значит, с утра я пользуюсь вот такой вот сывороткой. Я сначала наношу ее на кожу. Вот такой вот флакончик у нее, видите, она такая беленькая. Наношу ее на кожу, от нее тон кожи выравнивается очень хорошо, она заполняет все глубокие морщинки, которые у вас есть. Кстати, она усиливает очень хорошо эффект последующих уходовых средств, которые я потом дальше буду наносить. Прям сразу посветлее стало. Следующее уходовое средство — это Блефара крем-гель для кожи вокруг глаз. Им тоже лучше пользоваться с утра, он убирает отечность, круги под глазами, и вот такая вот у него текстурка. Он такой, знаете, полупрозрачный, что ли, вот, видите? Это уход за кожей вокруг глаз. Он такой нежно-нежный, нежно-прозрачный, похожий практически на водичку. И здесь в этой косметике не сильно ярко выраженный запах. Мне это очень нравится, когда косметика слегка-слегка так чем-то вкусненьким пахнет. Вот это, значит, я в руках сейчас держу дневной крем. Вот такой вот у него флакончик с дозатором. Ну вот я его наношу обычно днем. Он очень хорошо увлажняет кожу, а у меня от морозов очень сильно сохнет вот именно вот эта Т-зона, лоб. Ему достается больше всего, здесь у меня кожа постоянно шелушится. Ну и на щечках и вокруг губ тоже. Эта косметика считается антивозрастной вообще-то, потому что выработка коллагена и быстрая регенерация кожи, вы сами понимаете,
Для женщины это очень важно, и мне кажется, вообще в любом возрасте. По текстуре он, знаете, вот такой вот не сильно жирный, немножко такой водянистый, как видите, да, и создает такую защитную пленочку. Прям вот мне очень нравится, когда сильный ветер, морозы. Это прям очень спасает кожу. Вот. Ну и плюс цвет лица немножко посветлее вообще становится. В такие морозы, друзья, это очень актуально. Ну и вот, смотрите, я готова к выходу в свет. До деревенского магазина можно будет пройтись спокойно. Магазин от моего дома где-то в километре отсюда, и пока идешь по морозу, конечно, лучше чем-то кожу защитить. По ощущениям, кожа сразу, так знаете, напиталась, она стала живой, и вот эта сухость, она куда-то пропала. Ну и трипептид меди, он делает свое дело, как бы в этот момент у вас кожа сильно обновляется, регенерируется, восстанавливается и напитывается коллагеном. Вот. Ну и заодно я вам еще покажу два продукта от Заповедной Поляны. Значит, вот это ночной крем, а вот это вот масочка, которой я пользуюсь обычно после бани. Ночным кремом я, конечно же, пользуюсь перед сном, но покажу вам, какая у него текстура, да. Вот он так вот выглядит, беленький такой. Сейчас покажу, вот. Тоже у него не сильно жирная какая-то текстура, она такая водянистая и очень приятно впитывается в кожу. Сейчас вот я шею еще намажу. Хоть и не сильно вечер уже, да, но все равно коже шеи тоже не помешает, почему бы и нет. Ночью он восстанавливает мою бархатистость кожи, я утром просыпаюсь, прям кожа такая мягкая-мягкая, после него очень приятная. А вот эта маска мне очень нравится тем, что она прям вот мгновенно преображает лицо, она снимает отеки очень хорошо, и кожа становится более светлой, напитанной и свежей. Если вы стрессанули где-то сильно, намажьте лицо вот этой маской, и вы будете снова белоснежкой. Но обычно я этой маской пользуюсь после бани, и после нее такой, знаете, вау-эффект просто. Ну, где-то минут на 15 можно нанести на все лицо, на кожу шеи, и просто вы увидите, насколько, вы даже не просто увидите, вы почувствуете, насколько эффект сильный от нее. Вот такой вот вау-эффект от косметики, друзья, от этой. Трипептид меди делает свое дело. Если хотите также, я вам ссылочку оставлю под этим видео. Друзья, в предыдущем видео я показывала, как затеяла ремонт в спальне своего деревенского дома. Ну и, как вы понимаете, он у меня затянулся из-за вот этих снежных апокалипсисов. Ну а сегодня я все-таки его продолжу. Я продолжу ремонтировать свою спальню. Ну и, наконец-то, мне привезли кровать, которую я так долго ждала. Так, друзья, ну что, настало время собирать кровать. Наконец-то мне привезли ту, которая мне нужна, того размера, который мне надо. И, наконец-то, вернули деньги за ту, которую мне привезли неправильного размера. Вот, но прежде чем собирать кровать, я хочу все-таки заняться плинтусами. Я решила взять вот такие самоклеющиеся плинтуса. Я уже такой формат опробовала, значит, я печку заклеила вот этим плинтусом, но он, видите, узенький такой, а я взяла прям вот пошире, вот, и буду клеить белым плинтусом вот этим вот самоклеющимся по всей спальне. Почему я решила самоклеющийся взять плинтус? Потому что, видите, у меня уровень под батареями разный. И если брать от деревянные, предположим, плинтусы, да те же пластиковые, видите, вот здесь в углу совсем высокий угол, а здесь уже ниже становится. У меня система отопления по типу АОГВ. Она раньше была подключена к печи голландки, и там было задумано так, что вода должна циркулировать сама по трубам, поэтому их располагали всегда на разном уровне. К тому же у меня вот здесь, вот в этом месте просел пол, как вы понимаете. Полом я пока не планирую заниматься, это слишком глобальная ремонтная работа для меня. В этом году я планирую сделать пол сначала на кухне, а потом уже буду заниматься вот этим полом. Но пока я им не занимаюсь, все-таки облагородить как-то пространство в спальне хочется. Ну а потом уже буду собирать наконец-то эту долгожданную кровать, в которой я уже месяц конетелюсь с ней. Вот я вам хочу показать, как я сделала возле печки. Вот самоклеющийся плинтус. Мне кажется, это идеальное решение. Его не надо ни привинчивать, ничего. Вот, здесь вот даже печку я немножко им задекорировала. Здесь вот буду белой краской красить еще стену. И вот так вот вокруг печи я им обернула, в общем-то, все. И вон там даже вдоль стены вот здесь вот тоже заклеила. Вот, ну, когда я покрашу стену белой краской, это будет более благородно, конечно, смотреться, не как сейчас. Но пока вот так вот, на первое время. А вообще я хочу вот этим плинтусом заклеить весь дом, вот этим именно беженьким, да, таким узеньким. Вот еще по этой стене мне надо заклеить.
И вот здесь в углу возле кровати, за кроватью. Ну, в общем, есть где его поклеить. В общем, первое, что я сделала, это открутила деревянные плинтуса, вот эти старые, в которых скапливалось очень много пыли и грязи. Так, отвинтила я, значит, эти самодельные плинтуса деревянные. Представьте, сколько грязи. Надо сейчас вот убирать. Сейчас здесь немножечко протру и подрежу потом вот этот линолеум и буду клеить вот эти вот пластиковые самоклеющиеся плинтуса. Кстати, когда нужно что-то быстренько протереть, я пользуюсь системой для уборки Zetter M2.0. К ней в комплекте идут вот такие таблетки для мытья полов, а также большой флаундер и насадка для него вот такая вот мягенькая, приятная. К увеличенному флаундеру подходят только оригинальные насадки M2.0. Кстати, чтобы на насадке не скапливались микробы и неприятные запахи, ее нужно менять один раз в 2 месяца. Для этого на крышке ведра есть специальный таймер, где вы ставите время, когда у вас появилась новая насадка, и отслеживаете, когда уже нужно ее поменять. У швабры Zetter M2.0 телескопическая ручка, которую можно регулировать под свой рост, как вам удобно. Ее можно настроить так, что вам даже не придется наклоняться, когда вы будете мыть пол. Ну и ведро у системы Zetter M2.0 устроено так, что вы даже не будете прикасаться к мокрой насадке, потому что в этом ведре есть 2 отсека. В одном отсеке вы мочите насадку, а в другом отжимаете ее. Ну и кожа ваших рук останется в целости и сохранности. Посмотрите, как удобно. Вот здесь я отжала насадку, а вот здесь вот раз и намочила ее. Швабра у системы уборки Zetter M2.0 очень удобная и маневренная. Она вращается на 360 градусов, благодаря чему ей можно мыть не только полы, но и даже стены и потолки. В общем, если хотите такую же, переходите на Озон по ссылке в описании и заказывайте системы для влажной уборки Zetter M2.0. Поторопитесь, пока действуют скидки. Ну и после уборки уже можно отрезать этот торчащий кусок линолеума, который меня все время раздражал. Наконец-то настал момент, когда его можно отрезать. Однако тут появился сюрприз. Оказывается, под ним еще не покрашенные доски. Придется их красить. Что поделать? Ну хорошо, что много тут красить не пришлось, поэтому я справилась очень быстро. Кстати, с этой деревянной стеной я особо не церемонюсь, потому что у меня есть на нее свои планы. А какие планы, я вам расскажу, наверное, уже в следующих своих видео. Ну и, в общем-то, наконец-то настал момент, когда уже можно поклеить вот эти самоклеющиеся плинтуса. Ну вот что получилось. Я, конечно, искала белые плинтуса под дерево, вот такие вот широкие, но вот именно таких широких под дерево не было. Но я думаю, не страшно. Для деревенского ремонта не страшно. Главное, что он белый. Так, ну вот что у меня получилось. Вон там по низу я прошлась. Вот здесь было самое сложное, где ниже всего труба. И где вот этот вот штырь, мне нужно было отрезать ленту и заново вот отсюда клеить. Да, не идеально, но это лучше, чем было. И благодаря этой ленте, этим странным плинтусам, да, благодаря им мне будет гораздо легче здесь убираться, в общем-то. Вот так вот. Ну и наконец-то я приступила к сборке своей новой кровати. Кровать у меня из массива лиственницы, размер 140 на 200. Ссылку на нее я оставлю, скорее всего, в своем телеграм-канале, поэтому, кому интересно, проходите, там будет вся информация об этой кровати. Деревянную кровать я хотела очень давно, я очень люблю дерево, и наконец-то у меня появилась такая возможность. Вот, в общем, я начинаю собирать спинку, пока вот сложилась, на саморезы еще не положила. Вот такая вот у меня спинка, это задняя ее часть будущая. Пожелайте мне удачи, я надеюсь, что у меня все получится, потому что для меня это целый квест, сборка мебели. Я помню кресло, которое я собирала для работы, я собирала его всю ночь, в общем-то. Ну что ж, с Богом. Кстати, забегая вперед, я вот здесь разложила изголовье кровати и совсем еще не знаю, что, оказывается, 4-я доска это для изножья кровати. Слава богу, я это вовремя заметила, а иначе бы я привинтила ее на изголовье и долго бы думала, где же изножье кровати. Вообще сборка мебели требует большой смекалки и большого терпения. Мне это не очень легко дается, если честно. И я все время откладываю это дело на потом, но когда некому ее собрать, приходится самой как-то выкручиваться. Например, делать маленькие подходы. Вот сегодня я привинтила изголовье кровати, а завтра я займусь уже чем-то другим. Так морально легче. Так, ну что, поздравьте меня. Вроде бы вогнала саморезы. Единственное, что саморезы не удалось вогнать прям впритык, потому что у меня сил не хватает.
Ну, они торчат так слегонца. Но надеюсь, что это не критично, не страшно. Я что-то как-то пасую, потому что мне не очень нравится, как вогнались саморезы. И вот здесь вот такие вот зазоры. Может быть, это нормально, я не знаю. Но как-то это все выглядит хлипковато. Ну, не знаю, короче. Надеюсь, что я не упаду, когда соберу эту кровать. С нее не упаду, надеюсь. Так, ну вот из ножья я собрала, но как собрала? Здесь, а здесь вон какой зазор, просто. Я не знаю, как ее плотно прикрутить, не понимаю. Сейчас попробую открутить и заново привинтить, потому что, смотрите, слишком большой зазор. То ли доска у меня кривая, то ли что, но она плотно не встает и все. В общем, на этом моменте я обратилась за помощью к подписчикам своего телеграм-канала. И там мы общим консилиумом выяснили, как все-таки прикрутить эти доски очень плотно. Ну, в общем, в целом оказалось, что у меня просто не хватает сил, чтобы их очень сильно прижать друг к другу и вогнать саморезом. Но в итоге мы нашли общее гениальное решение, и мне все-таки удалось их собрать очень достаточно плотно. Вот посмотрите, как здорово получилось. Я даже заново пересобрала изголовье кровати. Вот так вот собираю, разбираю, учусь, как говорится. Кстати, благодаря вот этим плинтусам я вот прямо сейчас чувствую, как намного значительно теплее стало в спальне, потому что они, видимо, весь холод, который сюда идет из-под пола, они все это сдерживают. Поэтому хоть не очень-то красиво, как бы мне хотелось, синеватым таким оттенком смотрятся на камере, хотя без камеры они более светлого цвета, но зато функциональные. Так что вот, продолжаю собирать эту кровать уже второй день. Да, второй день я собираю эту кровать не потому, что у меня времени не хватает, а потому что и мне нужно время, чтобы морально настроиться. Я полный профан в сборке мебели и очень много делаю косяков, которые приходится потом переделывать. И из-за этого меня все это бесит, и, в общем-то, поэтому приходится настраиваться морально. А еще в процессе сборки мебели я узнаю много строительных нюансов. Например, вот таких. Так, друзья, хочу показать вам причину, по которой у меня не сильно хорошо ввинчиваются саморезы в дерево. Значит, во-первых, сил в моих руках не так много, как вы понимаете. Вот такой у меня шуруповерт. Еще какая причина, по которой у меня не очень хорошо ввинчиваются саморезы, это вот эта вот штука, которая, смотрите, она уже сточилась настолько, что никакие саморезы не держит, прокручивает. Я не знаю, как эта штука называется. Мужчины, напишите в комментариях. Благо, у меня есть более качественная эта штука, которая не стачивается. Ну, как не стачивается? Она, конечно, стачивается, но не настолько, как вот эта вот, да, которая прокручивает. Ну, вот зацените одно и другое. Хотя она была такая же, вот эта вот слева была такая же, как и справа. Вот так вот, друзья. В общем, сейчас я покажу, как я вот этот саморез ввинчиваю с помощью вот этой более качественной, да. Во-первых, я ногой встаю, чтобы прижимать дощечки. И, в общем-то, попробуем сейчас. Левой я научилась прижимать, так и даже лучше. Вот вроде бы что-то получилось. Что-то получилось немножко кривовато. О, даже вот она иногда вот так вылетает, и приходится ее поджимать. Ну, короче, у меня получилось вогнать этот саморез не идеально, как видите, он кривовато торчит. Сейчас его буду развинчивать и ввинчивать заново, короче. Вот такая вот мученическая моя доля. Развинчивать и ввинчивать саморезы. Сейчас попробую его достать отсюда. То есть, если у меня что-то плохо получается, я убираю, ну, развинчиваю и постараюсь поровнее делать. Так, ногой держим. И пытаемся ввинтить. Хотя он опять криво пошел. Не получается ровно. Ну, короче, я думаю, что это не критично, если он одной стороной шляпки вонзился, а другой не особо. Фух. Короче, он все равно криво встает, видите? Придется другой, наверное, вкручивать. Сейчас попробую другой. Возьмем абсолютно новенький. А этот нафиг отсюда уберем. Кажется, у меня аккумулятор сел. Сейчас поменяю. Так, ну что, убираем этот негожий, ставим гожий. Так, сейчас.
может быть, с другим мне больше повезет. Хотя не факт, конечно. Но надеюсь. Надежда умирает последней, да? Но все равно криво идет. О! Стал как надо. Идеально. Все, класс. В общем, друзья, я действую по принципу поговорки: если долго мучиться, что-нибудь получится. В общем, мучаюсь я долго, но в итоге у меня все получается. Та-да-да-там! Ну, наконец-то у меня есть новая кровать, друзья. Класс, класс. Наконец-то этот день настал. Мне казалось, что этого я не дождусь, потому что купить я ее планировала еще в октябре прошлого года. Ой, друзья, ну наконец-то я могу заняться тем самым интерьером, которого от меня ждут уже 3-й год подписчики. Ну, по крайней мере, в спальне, да. К интерьеру база готова. Итак, займемся. Начну я, значит, знаете, с чего? В октябре прошлого года я планировала купить кровать, но мне удалось купить это только сейчас. Ну и тогда же я планировала, вот, Кнопа, такая она разговорчивая. Тогда же я планировала задекорировать эту деревянную кровать. Хотела я из дерева вот такие вот молдинги. Искала, значит, я эти деревянные молдинги по всему Авито. Нашла только у одного продавца. Не знаю, как сейчас, может быть, еще можно где-то их найти. Но в октябре, по крайней мере, я у одного продавца скупила все эти молдинги, которые у него были. Вот. И не знаю, есть ли у него сейчас или нет, но, по крайней мере, объявления уже у этого продавца нет. Потому что я все купила. Они сделаны из дерева, я не знаю, как они вырезаются. Может быть, на машинке, на станке каком-то, может быть, вручную. В общем-то, ими я сейчас буду декорировать свою деревянную кровать. И что мне нравится, они очень вкусно пахнут деревом. Значит, кто-то мне говорит, что кровать нужно либо покрыть лаком, либо какой-то там пропиткой, либо покрасить. В общем-то, красить я не хочу. У меня в планах оставить естественный цвет дерева, вот такого вот светлого, потому что, как я вам уже сказала, я буду делать скандинавский стиль, ремонт в скандинавском стиле, или в стиле рустик, рустикальный стиль, в общем, не знаю, как точно правильно. Вот. И хотелось бы оставить цвет кровати таким, какой он сейчас, в принципе-то, и есть. Пока я не планирую покрывать эту кровать никаким составом, ни лаком, ни пропиткой. Я просто поэксплуатирую ее некоторое время, ну, немножко, может быть, до лета. А там посмотрю, может быть, я вот это вот естественное дерево, оно, кстати, отшлифованное. Так, сейчас, погодите, я вам покажу. Я, может быть, вот это вот дерево так и оставлю, как оно есть, потому что у меня есть подписчица, которая мне написала, что у нее похожая кровать, и тоже просто отшлифованное дерево, и она с ней ничего не делала. И эта кровать у нее стоит очень много лет, и она, в принципе, довольна. Вот. Я не знаю, может быть, у меня стрельнет что-то, я покрою эту кровать лаком, может быть, какой-то пропиткой, но пока я оставлю как есть, тем более, что кровать я уже ждала долго, и еще возиться с каким-то покрытием для нее, для меня это просто уже смерти подобно. Мне уже хочется лечь и спать на ней. Потому что ждать еще, пока она покрасится, пока она высохнет, этого... О, слушайте, я уже замучилась. Ну, в общем, будет у меня настроение, я ее чем-то покрою. А пока так, пока так. Ну и, соответственно, сейчас попробую наклеить на нее молдинги. Значит, пока я буду сейчас их примерять... Примерять я буду с помощью скотча, карандаша, ножниц. Так, а где у меня карандаш? Вот у меня карандаш. Буду замерять, смотреть, где они будут более красиво смотреться. И буду приклеивать их обычным клеем. Что? Может быть, когда-нибудь я их еще покрою. Скорее всего, покрою лаком. Ну а пока нужно их просто разместить так, чтобы они смотрелись достаточно красиво на кровати. Давайте сейчас попробуем это сделать. По центру изголовья я хотела бы вот такой вот молдинг разместить. Посмотрим, как он будет смотреться. Возможно, вот так. Здесь на видео, я не вижу, на видео это видно или нет. Ну, короче, нужно сейчас отмерить, чтобы он был исключительным по центру. Вот, и по бокам мне бы хотелось еще вот эти вот так вот сделать. Не знаю, как это будет смотреться. В общем, сейчас буду мерить и реализовывать это в жизни. В общем, рулеткой я нашла центр изголовья и вот так вот присадила их на скотч, чтобы отрегулировать и правильно, чтобы они встали ровненько, не криво, так как надо. И обвела еще карандашом простым на всякий случай, чтобы когда их клеить, не ошибиться.
Кстати, забегая вперед, наклеила их обычным суперклеем, который держится намертво, и в этом я уже убедилась. Так, друзья, самый ответственный момент. Я намазала молдинг клеем. Клеем намертво, который все приклеивает. У меня аж даже пальцы, вон, видите, приклеиваются к нему. И как бы поставить все аккуратно. Это просто я не знаю как. Просто, Господи, помоги. Так, ну, вроде бы все на месте. Сейчас ждем, когда он приклеится. Вот здесь вот клей уже начал проявляться. Кстати, напишите в комментариях, чем бы вы украсили этот молдинг. Либо лаком, либо какой-нибудь краской, возможно, белый в тон стен. Вот. По-любому молдинг нужно чем-то обрабатывать, и мне, скорее всего, кажется, лаком. А может быть, какой-нибудь морилкой, пропиткой, чтобы он как-то более-менее совпадал по цвету с кроватью. Хотя, может быть, и на контрасте тоже так же красиво смотреться будет. Я не знаю. В общем, напишите в комментарии, что сделать с этим молдингом. Лак, краска, пропитка. Ну, если приклею криво, то это тоже будет как своего рода творчество, да? Да, наверное. Кстати, можно эти молдинги еще обыграть какой-нибудь росписью акриловыми красками. Напишите в комментариях, как бы вы расписали кровать. Хотя я расписывать не хочу. Я вообще сторонница минимализма, и чем меньше всего визуального шума в мебели, в интерьере, тем больше отдыхает глаз, скажем так. Ну, по крайней мере, я так считаю, да. Может быть, должны быть какие-нибудь детали, вот типа таких вот молдингов, но чтобы они были очень минималистичными и не нарушающими восприятие целостной картины, как бы целостного объекта. Ну, по крайней мере, вот я для себя так понимаю интерьер. Не знаю, на вкус и цвет все фломастеры, конечно, разные, но мне бы хотелось вот видеть свой интерьер именно таким. Главное, не приклеить его к пальцам. Это тоже не очень приятно. Так, ну что ж, друзья, пожелайте мне удачи. Чинга-бинга. Кажется, я этот молдинг больше испачкал клеем, чем вот этот. Этот у меня получился более аккуратным. Главное, кровать не испачкать. Молдинги-то еще, может быть, лаком покрою или краской. Ой, Господи, помоги. Потому что я такой перфекционист, друзья. Если я буду замечать каждый день, что у меня как-то на миллиметр приклеено криво, у меня будет каждый день, вот при каждом взгляде на криво приклеенный молдинг, портится настроение. Я не знаю, напишите в комментариях, кто такой же перфекционист, как и я. Я просто такая дотошная до мелочей. Ну, хотя иногда косячу где-то. И потом вот очень сильно от этого страдаю и стараюсь это не замечать. Так, у меня все пальцы в клею. Но надеюсь, что не зря. Так, самое главное и самое ответственное — попасть в пазл. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, вроде попало. Вот так вот оно все выглядит вблизи. Мне кажется, или нет, вот эта веточка, она как-то темнее, что ли. Может быть, она от клея потемнела. Но в любом случае нужно покрывать либо лаком, либо морилкой, либо краской. Ну, в общем, если я его покрою еще лаком и краской, я думаю, будет идеально. А пока так. Но ждите это уже в следующем видео, в следующей серии, поскольку ни лака, ни краски, ни пропитки у меня пока еще нет. Да еще я и, собственно, и не решила, что с этим делать. Так, следующий этап — поклейки молдингов на изножье кровати. И знаете, почему он очень актуален? Потому что вот здесь на изножье кровати есть след от сучка. И, в общем-то, этот след от сучка мы сейчас закроем молдингами. Это очень круто будет, я считаю. Так, вот мы его клеим. Немножко вот сюда, по центру, чуть повыше. Я думаю, какие-то миллиметры, они не будут слишком сильно критичными, если
Никто же не будет измерять сантиметром, когда будет любоваться этим молдингом на кровати, да ведь? Я думаю. Это уж я такой перфекционист, который... Так, ну что, друзья, вот у меня получилось, что у изножья кровати. По-моему, это очень красиво, как вы считаете. Вот так вот выглядит это издалека. Вот. И там незаметно на широкоугольную камеру выглядит это так. И вот здесь вот сучок вот этим центральным цветком мне удалось закрыть. Самое главное. Так, ну что, друзья, дальше продолжаем. Мне осталось положить сюда матрас. И еще кое-что я вам сейчас покажу. В общем, сейчас у меня кровать, она стоит, видите, по центру всей спальни. Я тут послушала, что вы рекомендуете мне как-то развернуть кровать туда-сюда. Я сейчас ее попробую повертеть, и мы с вами посмотрим, как это будет смотреться, если ее как-то повернуть. Если убрать ее из классического вот варианта, как она у меня всегда была, да. Кстати, зацените заодно легкость кровати. Она на самом деле не легкая, но легче той, которая у меня была, и двигаться она легче. Так, вот. Прямо на входе. Так, заходишь, хоп, и улетаешь на кровать. Ну и вот, в общем-то, как это смотрится с прикроватным столиком и лампой. Получается, у изголовья у меня окна. Полка не над головой. Вот эту ночь я попробую поспать вот так вот. Зачем, скажете, вы клеила, Наташа, ты молдинги? Ну так. Хотелось приклеить и приклеила. Еще что хочу вас спросить. Значит, вот этот вот столик я покупала в Икее 10 лет назад. 10 лет назад. И он мне так нравится. Он, кстати, по цвету с кроватью гармонирует, во-первых. Во-вторых, но есть нюансы, он уже старенький, видите, ему 10 лет, и он вот так вот уже покоцался настолько сильно, что у него, видите, стали отходить отделочный материал. Скажите мне, пожалуйста, кто специалист в реставрации мебели, что можно вот с этим сделать? Столик ДСП, я так полагаю, обклеен какой-то вот такой вот пленкой плотной, но это даже не пленка, это какая-то как картонка, она стала отходить. Вот, сейчас я вам покажу, видите, как она сильно вздулась. Здесь просто отходит. И я не знаю, что с этим делать, как его задекорировать, стоит ли вот это отдирать, потому что, я так полагаю, потом я не придеру. Я не знаю, что с этим делать. На Wildberries я видела такую вот пластиковую пленку, которую можно обклеить. В общем-то, столик примерно в таком же цвете. Как бы в таком случае получится задекорировать вот такие вот коцки на нем, да, если вот пластиковой пленкой заклеить. Но опять же, вот это-то не получится задекорировать. Оно будет так и будет торчать. В общем, я не знаю, что делать. Надо думать. А так он по цвету очень, видите, как очень хорошо подходит и к интерьеру, и вообще. Так, значит, друзья, еще одну деталь, которую я вам хотела показать. Это ящик для постельного белья, который я тоже купила в Икее тоже 10 лет назад. Боже мой, сколько ему. Но он настолько удобный, что я его везде с собой вожу. Он чем удобный? Он такой вот низкий достаточно и герметично закрывается, как вы видите, примерно как любой пластиковый контейнер. И он достаточно большой, где-то метр на полметра. Вот так вот открывается и герметично закрывается. В общем-то, никакие запахи и пыль туда не попадает. И что очень удобно, как вы видите, сейчас я его легко задвину под кровать. И постельное белье у меня будет храниться под кроватью. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Хоп, хоп. Вот так. Вуаля. Было бы намного сложнее задвинуть этот ящик, если бы кровать стояла строго по центру, потому что вот здесь вот всего лишь узкое было бы пространство, и было бы не очень комфортно запихивать этот ящик. И с этой стороны было бы узкое пространство. Ну а так вроде бы как он поместился. Вот. Мася у нас уже инспектирует новое место. В общем, сегодня я буду спать так. Я проверю, насколько мне комфортно. Поживу так, может быть, недельку, а потом, может быть, передвину эту кровать. Благо, у меня теперь есть возможность ее двигать, в отличие от предыдущей старой, которая у меня была. Вот. Ну что, кладем матрас, кладем спальное место здесь уже и укладываемся баиньки. Ну, в общем, вот, мы сейчас будем класть матрасик, да, Масют? Скажи, да. Ну, в общем, вот такое уютное спальное место у меня получилось. Наконец-то я этого момента дождалась, потому что было очень много
факторов, которые мешали мне это сделать. В общем, друзья, на этой кровати я уже поспала, мне очень понравилось, и я вообще удивляюсь, почему я не сделала так раньше. Ну почему? Потому что, наверное, у меня плохо двигалась старая кровать, и вообще она была какой-то не моей. Ну а теперь у меня есть моя кровать, та, которая мне нравится, из дерева, ту, которую я хотела. И так, как я хочу, все поставила, вот даже подарок Яна повесила. И самое главное, что полку, которую мне все подписчики советуют перевесить, ее не нужно никуда перевешивать. Друзья, здесь стоит проектор, он стоит на своем месте, в общем. И я могу вот так вот сидеть, облокотившись о стену, и смотреть фильмы с проектора на противоположной стене. В общем, все на своих местах. И самое главное, моя душа на месте. В общем, друзья, напишите, как вам мой интерьер спальни новый. Я, конечно, буду добавлять сюда какие-то еще новые детали, кое-что переделывать, но в целом мне уже все очень нравится и так. Кстати, сейчас я вам покажу кадры моей спальни, когда я только заехала в этот дом, какой она была. Смотрите. Вот здесь будет спальня, наверное, скорее всего. Окна тоже надо менять, но чуть попозже. Ну и вот, собственно, что у меня получилось спустя 3 года жизни здесь, в деревне. В общем-то, к этому итогу путь пройден немалый, потому что мне, прежде чем заниматься ремонтом, приходилось заниматься коммуникациями в доме. Об этом я подробно рассказываю во всех своих видео, собственно. Ну и, в общем-то, я очень довольна результатом, и мне очень нравится, как пахнет теперь в моей спальне деревом. Деревянная кровать — это что-то с чем-то, друзья. На ней спится очень сладко. Я очень давно мечтала о деревянной кровати, и наконец-то моя мечта сбылась. Ну и на остальную часть дома у меня тоже есть, конечно же, планы по ремонту. Об этом я буду рассказывать подробно в своих следующих видео. Поэтому подпишитесь, поставьте лайк и напишите комментарий, чтобы не пропустить все мои видео. Ну а на этом все. Всех благодарю за внимание, за лайки, подписки, комментарии, донаты. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!